Что такое время? Лексикографы скажут, что слово «время» — одно из самых употребляемых существительных на всех языках. Люди не могут прожить и дня, не говоря о времени. Они размышляют о том, как используют время, когда обсуждают его. Если кто-то скажет «встретимся в 19:00», никто не паникует. Никто не говорит «боже мой, о чем ты говоришь с этими эзотерическими концепциями 19:00». Все знают, что делать. Время в некотором смысле просто ярлык для различных событий во Вселенной. Вселенная повторяется снова и снова в моментах, которые люди указывают, и время помогает им различать эти моменты. Так что такое время, не кажется проблемой. Настоящие загадки возникают, когда люди начинают обсуждать свойства времени. У нас есть прошлое, настоящее и будущее. Чем они отличаются? Двигаемся ли мы на самом деле через него? У нас есть воспоминания о прошлом, но нет воспоминаний о будущем. Почему так? Откуда берется эта асимметрия? Почему все рождаются молодыми? Почему неизбежно все люди стареют? Почему люди считают, что могут влиять на будущее, но не на прошлое? Можем ли мы вообще вернуться в прошлое? В любом случае существует множество вопросов о природе времени, которые действительно запутаны, и на многие из них у человечества нет ответов. Однако, что такое время, не кажется одной из таких загадок. Одна из самых заметных особенностей времени — это его направление. Существует разница между прошлым и будущим. Иногда люди рассматривают это как просто врожденную черту реальности. Прошлое уже произошло, оно записано, будущее еще не наступило, а настоящее — это то, где они живут. Но затем приходит физика, и люди замечают, что лучшие теории физики не различают прошлое и будущее. Однако в их повседневной жизни ничего не кажется более очевидным. На самом деле требуется немного умственной дисциплины, чтобы сказать, время могло бы существовать без стрелы. Для понимания концепции времени, как нечто независимое от направления стрелы, требуется определенное усилие мышления. В повседневной жизни мы воспринимаем время линейно. Прошлое уже произошло, будущее еще не наступило, а настоящее — это то, где мы находимся. Однако в физике существует возможность рассматривать время как симметричное, то есть не имеющее предпочтительного направления. То есть теории физики могут не различать, что было раньше, а что будет позже. Это противоречит нашему интуитивному восприятию времени, и чтобы принять эту идею, необходимо преодолеть привычный способ мышления, что требует умственной дисциплины. Один из способов рассмотреть это заключается в том, что в пространстве нет врожденной стрелы, но пространство все равно существует. Стрела времени — это концепция, описывающая однонаправленное течение времени от прошлого через настоящее к будущему. В философии и физике эта идея часто обсуждается в контексте термодинамической стрелы времени, которая указывает на направление, в котором увеличивается энтропия. Люди живут в трехмерном мире – вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад. И на уровне фундаментальных законов физики нет особого направления в пространстве. Это можно понять, если представить себя астронавтом. Он летит в своем маленьком космическом костюме. Не было бы никакой разницы между любым направлением, в котором он мог бы смотреть. Нет эксперимента в физике, который указал бы на направление во Вселенной, но пространство все равно существует. Аналогично, время также будет существовать, даже если не будет стрелы. Однако на Земле у людей действительно есть стрела пространства. Если кто-то поднимет чашку с кофе и отпустит ее, она всегда упадет вниз. Здесь явно существует различие между вверх и вниз. Никто не склонен считать, что это фундаментальная особенность Вселенной. Это не потому, что вниз встроено в законы физики, а потому, что люди живут вблизи влиятельного объекта — Земли. Стрела времени функционирует точно так же. В повседневной жизни люди воспринимают стрелу времени, потому что живут в результате влияния значительного события — большого взрыва. Это подводит нас к концепции энтропии. Энтропия — это мера того, насколько беспорядочным, неорганизованным и случайным является система.
Когда все аккуратно и упорядочено, это низкая энтропия. Когда все беспорядочно и разбросано, это высокая энтропия. Существует естественная тенденция вещей во Вселенной переходить от низкой энтропии к высокой. Это называется вторым законом термодинамики. Настоящий вопрос заключается в том, почему мир когда-либо был низкой энтропией изначально. Почему энтропия мира была ниже вчера, чем сегодня? Честно говоря, объяснение не совсем удовлетворительное. Оно заключается в следующем. Потому что 2 дня назад энтропия была даже ниже. А почему во Вселенной энтропия была еще ниже 2 дня назад? Потому что она была еще ниже 3 дня назад. Эта цепочка рассуждений восходит к 14 миллиардам лет назад, к Большому взрыву, к происхождению наблюдаемой Вселенной, которая находилась в горячем, плотном состоянии очень низкой энтропии, и с тех пор Вселенная увеличивает свою энтропию. Это называется гипотезой прошлого философами. Давид Альберт, философ физики, дал этому название. Теперь можно сказать, если известно, что мир состоит из атомов, и известно, что такое энтропия в контексте перестановки всех этих атомов, а также известна гипотеза прошлого, что энтропия Вселенной изначально была очень низкой, то можно объяснить все, что произошло после этого. Существует способ говорить о человеческой жизни и энтропии, который является заблуждением. Этот подход заключается в том, что жизнь, то есть существование биологического организма, поглощение пищи и всего остального, следует рассматривать как борьбу с увеличением энтропии. Это ошибочно. Жизнь обязана своим существованием именно тому, что энтропия увеличивается. Потому что если бы энтропия не увеличивалась, это означало бы, что ничего не происходит. Ничего интересного не происходит. Без увеличения энтропии не было бы памяти о прошлом. Без увеличения энтропии не было бы причинно-следственных связей, которые мы имеем на будущее. Человек оказался бы в том, что называется тепловым равновесием. Все было бы одинаково везде. Это была бы максимально скучная Вселенная. Однако перед научным сообществом стоит вопрос, почему вообще возникают сложные структуры? Очевидно, что для их существования необходима увеличивающаяся энтропия, потому что если бы энтропия уже достигла максимума, не было бы никакой сложности. Но это не означает, что сложные структуры обязательно должны возникать. Можно подумать о знаменитом примере. Духи находятся в маленьком флаконе. Этот флакон находится в большом помещении. Когда его открывают, духи распыляются по комнате. Энтропия духов увеличивается. Однако, если задуматься, когда духи находятся во флаконе, это очень просто. Когда же они распыляются по комнате, это тоже довольно просто. Они переходят от низкой энтропии к высокой, но при этом остаются простыми. Путь от простого начального состояния с низкой энтропией к простому конечному состоянию с высокой энтропией открывает обширное пространство возможностей, где вещи могут быть сложными. В одном месте может быть больше духов, а в другом – меньше. Могут возникать вихри, вызванные движением воздуха в комнате и так далее. Вселенная подобна этому. Наша Вселенная изначально была простой и с низкой энтропией. В будущем звезды погибнут, черные дыры испарятся. Она станет темной, пустой и снова простой, но с высокой энтропией. Именно в промежутке между этими состояниями возникают такие сложные и замысловатые системы, как мы, которые питаются увеличением энтропии Вселенной. Полная история этого процесса остается неизвестной. Это очень интересная и активная область научных исследований. Почему сложные структуры, такие как живые существа, возникли именно так, как мы? Какова роль информации? Какова химия, происходящая здесь? Какова геология этого процесса? Могло ли это произойти на других планетах? Эти вопросы очень интересны, но одно известно точно. Если бы энтропия не увеличивалась на этом пути, ничего из этого не произошло бы.